Итак, всем доброй ночи. Я, если честно, сегодня не собиралась проводить прямой эфир, но я боюсь, что все, что я хочу рассказать и показать, у меня не хватит просто памяти в телефоне для того, чтобы за полчаса это все объяснить. Поэтому я провожу в прямом эфире, хотя, честно говоря, утром мне надо встать. Ну, надеюсь, будильник меня разбудит. Извиняюсь. Этот долбанный нос и этот невроз. Итак, дорогие друзья, я хочу подарить вам снятие очень сильного сглаза по методу моей прабабушки. Этот метод применяла моя бабушка. У нас в семье это есть. И, собственно говоря, ну, пришла она от моей прабабушки, а там от ее матери, и от ее бабушки и так далее. Этому методу много лет. Если много, не много сотен, не более. Но полностью методы вообще семейные нехорошо передавать, нельзя. Какие-то изменения должны быть, чтобы можно было людям это передать и как бы не получить по башке. Первое, что является изменением в этом деле, это язык, да, и я перевела на русский язык. Второе, немножко переделала под современный лад. Третье, видите, кое-что поднялось наверх. Третье, добавила от себя и, собственно говоря, скажем так, не искажая самой сути, не отнимая оттуда ключи, я вам передаю очень сильную работу. У меня есть много ритуалов от черного глаза, от зависти, от черной зависти, да, называется, от самопорчи, от сглаза, от всего. Но никогда, скажем так, работ мало не бывает. Да, у солдата оружия мало не бывает. Оно всегда нужно, всегда можно применить. Чем больше ты знаешь, чем больше умеешь и чем больше у тебя есть, тем спокойнее тебе живется. Итак, вот этот ритуал от сильного сглаза, когда вот ну ничего не помогает, вот не получается что-то, тогда прибегните к этому ритуалу. Что может случиться? Ну, например, вот продавали, все хорошо было, а потом раз и все тормознулось. Вы знаете, сглазить может кто угодно. Даже мать родная может сглазить. Есть такие матери, которым, если дочь поделилась, там, сказала, вот я встречаюсь с человеком, он мне так нравится, вот он такой хороший, мам, ты знаешь, вот это. И тут же этот мужик исчез. Или что-то случилось с ним, или они разошлись, разосрались. Почему? Во-первых, эгоизм матери. Моя дочь будет принадлежать еще кому-то. Значит, она будет любить еще кого-то. Есть такие матери, которые готовы всех браковать, готовы держать своих дочерей дома, солить, но им никто не нравится. У них нету, знаете, вот этот эгоизм им не дает вот внутренней жалости, не существует, чтобы подумать о том, что, ну, мой ребенок должна с кем-то жить и быть счастлива. Нет. Она внутренне испытывает дискомфорт. Ей не хочется, чтобы она ушла. Или там, знаешь, вместо того, чтобы, например, дочери сказать, похудей, одевайся красиво, выйди в люди, чтобы встретить нормального человека, она может говорить, ты и так нормально выглядишь, не слушай никого, лучше садись покушай, лучше поешь со мной, да нормально ты выглядишь, я тебя и так люблю, кто тебя любит, и так, такую полюбит. Или там ты, да ты у меня дурочка такая, да ты же у меня глупенькая, ты еще не готова и так далее. Это чистой воды эгоизм. Пусть она будет толстая, там, тупая гусыня, но будет со мной. Зато никуда не уйдет, понимаешь? Никто на нее не посмотрит. Это все тоже
разновидность глаза. То есть вы порадовались, поделились, сказали близким людям или тем же коллегам, или кому-то просто по секрету подруги. Знаешь, я такую хорошую работу нашла. Вот еще чуть-чуть, мне кажется, я отсюда уволюсь, пойду, а там тройная зарплата. Все, и трындец. Работа накрылась медным тазом, все закончилось. Либо человек позавидовал, либо резкие такие, знаете, посылы. Почему вот раньше вешали эти амулеты от сглаза? Вот эти блестящие вещи, которые привлекают внимание человека, вот глаз останавливается, да, резко смотришь на это, и вот это очень сильный удар энергетический от глаза, который идет, уже доказано учеными, что у взгляда человека есть энергетика. Вот этот энергетический удар бьет по этой вот сверкающей штучке. А потом она уже намного, скажем так, потеряла свою силу и уже не наносит урон человеку. Поэтому детям вешали вот эти бусинки блестящие, то есть чтобы первым делом взгляд остановился там. Я помню, у нас была одна родственница, приехала к нам домой, и мама с гордостью показала, помните, в советское время очень тяжело было достать, вот такие были светильники интересные, на свечи похожие. Вот такие вот длинные, такие шли патроны, вот красивые, черные. И сверху, значит, такая тонкая лампочка. И когда включаешь, она так вот извивался этот свет, как будто как эти свечи. Вот такие длинные светильники, очень красивые, редкие вообще, чешские были или какие. Вот, в общем, включаешь, и он начинает вот так извиваться. Ощущение, что горит свеча. На самом деле это лампочка такая длинная и светильник такого типа свечи. Так вот, она пришла к нам домой, она, ой, какая красота, вот на нашей снохе ты сказала 100 раз, у нее вкуса нет, ни черта нет, вот я ей сказала, поедешь, если вдруг там увидишь чего-нибудь дефицитное, там сразу хватай, она вот дура это наша, вот тоже курица, индюшка, как она только не назвала, ни хрена не видит, не знает, вот как красиво смотрится, видишь, вот такая красота, ой-ой-ой, очень красивая. Ну, на здоровье, сказала она, вышла, и той же ночью, значит, наш светильник взорвался со всех сторон, просто взорвался, и шнур сгорел, ну, обалдеть вообще, полностью вышел из строя. Пришлось выкинуть. Но поскольку папа мой обещал чинить, вот с того времени, как он обещал этот светильник чинить, значит, прошло сколько лет, сейчас я вам скажу. Мне тогда было 8 лет, сейчас мне 38, ну, 39, да. В общем, отец мой обещал, 31 год прошел, как он обещал этот светильник починить, до сих пор чинит. Вот. Поэтому светильник где-то там лежит, ждет своего часа. Не забудь ему напомнить, сказать, ты как-нибудь в Грузию, когда поедешь, этот светильник все-таки почини, раз уж слово дал. Ну, от наших мужиков толку-то, конечно, понятное дело. В общем, таких моментов было много. Когда человек планировал что-то, поделился, да, и все, трындец. Или знаете как? Вот вы одели там красивые вещи, вышли на улицу, такие радостные все, сели за руль машины. И вот соседские бабки посмотрели. Здрасте, здрасте, здрасте. Ой, как вы поживаете? А то вас не видно что-то. А, это ваша машина. Ой, поздравляем. И вот вы поехали, значит, и на, знаете, как говорится, дорогу перебежал столб. Вот на ровном месте вообще, на пустой трассе, где-то вот колесом долбанулись и попали на 200-300 тысяч ремонту. Или там мотор стукнулся потом. Понимаете? С глаз. Но на этом не останавливается. Оно может дальше пойти. Начинается еще одна проблема. Начинается вторая проблема. Прям сыпется эта проблема. Так вот, бывает, что простая чистка вот это не снимает. Как быть в этом случае? В этом случае провести вот эту чистку. Она сильная. Значит, вам нужно, сейчас посмотрю, правильно, так, 6 свечей, это раз. Обычные восковые свечи, без разницы какие, хотите в церкви, хотите там
Где хотите, там и покупайте. Значит, 6 свечей восковых, яйцо, вода, которую вы будете пить и выплевывать. Знаете, да, когда начитывают, там выплевывают. От чего это? Набирают эту энергетику внутрь себя, и чтобы внутри не осталось. Через себя фильтруют и выплевывают. Здесь немножко другая техника. Ну, я особо выплевывать не буду, потому что немножко неэтично. Ну, один раз сделаю и хватит. А вам нужно будет прям начитывать, набирать, чуть ли не прополоскать рот и выплевывать в эту банку. Я вам сейчас все объясню. И он очень сильно помогает. Учтите, старинные вещи или основанные на старинных работах, они очень сильные, эффективные. Потому что у них есть уже энергия, и кроме того, они уже испробованы, понимаете, испробованы веками. Ой, да что ты перевернул. Значит, так, начнем. Сейчас, секунду. Значит, первое. Берем яйцо. Вот обычное яйцо, ну, желательно такое темного цвета, потому что оно все-таки больше фермерское, не белое. Но если нету, работает и с белым, но постарайтесь сделать так, как нужно. Тогда он сработает, ну, намного эффективнее. Вот, это магазинное яйцо, в принципе, но фермерские, они такие темные, отличаются, они более сельские. Если вы в селе живете, конечно, миллион раз лучше, это понятное дело. Или если у вас есть возможность на рынке купить. Взяли яйцо и катайте. Вот смотрите, вот так вот прям катайте. Значит, по телу, по голове. Где у вас солнечное сплетение, то есть на груди катайте, да? По плечам, по ногам, просто по всему телу. Вот куда попало, вы скатываете это яйцо и произносите. 6 раз нужно вот так произносить, произносить. Потом внутри будет такая гадкая грязная жижа. Прямо вот так вот. Сейчас покажу вот так получше. Погодите, это как бы отодвинем слегка. Вот так скатывайте по телу. Так. И читайте. Начнем. Пока Яна занята, она сейчас набирает все. Мы еще планируем издать книгу, основанную на всех моих лекциях и объяснении всего мироздания, чтобы это был как учебник людей, понимаете, откуда мироздание пришло и прочее, прочее. Поэтому она пока, скажем так, занята. Я думаю, что на русском языке текст можно вполне остановить и переписать. Кто хочет, тот прекрасно это сделает. Даже Вуду сможет переписать с моих слов, и очень четко я произношу, да, без ошибок даже. Итак, сейчас скатывать по себе не буду, но говорю, смотрите. Кати живое по-живому. С меня черноту собирай, в себя вбирай, с глаз лавровым листом и колокольчиком пробудить денежную силу. Кажется, я так подписала, Лена. Так, не мешайте. Катишь живое по-живому, с меня черноту собирай, в себя вбирай, с глаз себя снимаю, тебе передаю, с каждым касанием со своего тела, с глаз и зависть тебе отдаю. Зло с меня собирай, да в себя забирай. Истинно так. Еще раз читаю. Кати живое по-живому, с меня черноту собирай, в себе вбирай, в себя вбирай. С глаз с меня снимаю, с себя снимаю, да что ж такое?
тебе передаю. С каждым касанием со своего тела, с глаз и зависть тебе отдаю. Зло с меня собирай, да в себя забирай. Истинно так. Усталость сказывается. Еще раз. Читать надо 6 раз каждый раз. Кати живое по-живому. С меня черноту собирай, в себя вбирай. С глаз себя снимаю, тебе передаю. С каждым касанием со своего тела, с глаз и зависть тебе отдаю. Зло с меня собирай, да в себя забирай. Истинно так. Вот. Скатили, вот это скатываете, это яйцо, значит. Дальше. Когда это сказали, берете ножом, ножиком. Сейчас особо-то не выйдет, потому что сильно не скатывал. Но все равно что-то выйдет. Вот. Значит, это туда. О, видите, смотрите. Вот я просто держала это яйцо, да, я его даже особо, скажем так, не катала. Вот яйцо не может таким тухлым быть, понимаете, изнутри. Когда ты его разбиваешь, желток, он круглый. Он такой живой, крепкий, круглый желток. Нельзя, пусть ты чё? Еще не хватало тебе дать это кушать. Ненормальный пусть. Иди отсюда. А теперь смотрите, вот прям тухлятина. Это о чем может говорить? Это говорит о том, что ну, есть зависть. Ну, естественно, сегодня еще и показала эти подарки. Понятное дело, да, еще и написали всякую гадость, я их удалила. У них там попы там горят, прям синим пламенем. Я же говорю, когда я вам не нравлюсь, вы в любое время можете, например, себя через мясорубку пропустить нижнюю часть, и легче станет. Но то, что вот это говорит о том, что есть сглаз, да, или зависть ко мне, по крайней мере, зависть или что-нибудь там, черный посыл, ненависть, ну, как хотите. Это факт. Потому что, смотрите, вот просто тухлятина стала за пару секунд. Вот. Вот так видели, чтобы разбивали яйцо, и она становилась... Во, фу. Вот прям не знаю даже, как показать, чтобы вы увидели. Вот. Видите? Вот просто превратилось в тухлятину. Оно не мутное, и мутность тут ни при чем. Дело в том, что вот это вот желток, он полностью растворился. А так не бывает. Когда яйцо разбиваешь, желток круглый, крепкий. Просто падает вниз, да и все. Но не такой. Дальше продолжаем. Вот на желток начитали 6 раз. Значит, берете воду. Над водой читайте сначала. То у вас может и похуже выйти еще. Вы еще не знаете, как у вас может выйти. Так. Да, но здесь яйцо не может быть испорчено. Здесь яйцо из холодильника абсолютно нормально. Так, значит, берете теперь над водой. 6 раз читайте над водой сначала. Вода вечная, да бесконечная. Марьяна, Ульяна, струя Татьяна. Мне подсоби, мне помоги словом моим, словам моим силу дари. Черное зло смой, убери. Я ныне тебе даю приказание. Да строгое указание. Помоги мне не на день, не на час, а на весь век. Я тебя пригублю, я тебя отрыгну, обратно верну, черный через тебя с глаз выплюну, извиняюсь. Глупость не пишите, отвлекайте, правда. Чистое зайдешь, с глаз весь соберешь, из тела вон уйдешь. Еще раз читаем. 6 раз читайте так, чтобы ваши губы касались буквально вот дыхания над водой. Это второй этап. Вода вечная да бесконечная.
Марьяна, Ульяна, струя Татьяна. Мне подсоби, мне помоги, словам моим силу дари. Черное зло смой, убери, я ныне тебе даю приказание, да строгое указание. Помоги мне не на день, не на час, а на весь век. Я тебя пригублю, я тебя отрыгну, обратно верну, через тебя черный с глаз выплюну. Чистое зайди, зайдешь, с глаз весь соберешь, из тела вон уйдешь. 6 раз читать. Последний раз читаю еще раз. Вода вечная да бесконечная, Марьяна, Ульяна, струя Татьяна. Мне подсоби, мне помоги, словам моим силу дари, словом моим силу дари. Черное зло смой, убери. Я ныне тебе даю приказание, да строгое указание. Помоги мне не на день, не на час, а на весь век. Я тебя пригублю, я тебя отрыгну, обратно верну черный, через тебя черный с глаз выплюну. Чистое зайдешь, с глаз весь соберешь, из тела вон уйдешь. Итак, 6 раз сказали, это второй этап. Дальше. Значит, читайте. Нужно прям глоток взять, прям вот глотнуть, во рту подержать и выплюнуть вот сюда. Сейчас я не буду это делать. С глаз сметай и зайди обратно к тому, кто наслал. Пойди и его найди. С меня отвяжись, к нему привяжись. Душа исцелись, судьба обновись. Словам моим сила, делу удачный исход. Значит, вот так выпили, подержали во рту пару секунд, плюнули сюда. Опять. С глаз меня и зайди обратно к тому, кто наслал, пойди. И его найди, с меня отвяжись, к нему привяжись. Душа исцелись, судьба обновись. Словам моим сила, делу удачный исход. Опять глотнули, подержали, выплюнули сюда. Когда вы будете делать, вы будете одни. Никто вас не увидит, так что ничего такого здесь нет. Здесь будет мерзкая жижа, но вам нужно это делать. Потому что она будет очищать ваше, вот знаете, нутро. Вода будет вбирать эту черную энергетику с вас, а потом через слюну выходить. Понимаете меня? Снова. Это как раз вот похоже на вот эту вот шептуни, действие шептуни. Там читать, потом потому что через себя фильтрует, уже говорила, вот эту вот гадкую энергию и выплевывает. С глаз меня и зайди, обратно к тому, кто наслал, пойди. И его найди, с меня отвяжись, к нему привяжись. Душа исцелись, судьба обновись. Словам моим сила, делу удачный исход. Опять, значит, глотнули. 6 раз надо делать. Надо делать 6 глотков. Если в конце там не успеете или забудете, останется вода, значит, выливайте все сюда. Четвертая часть, которую мы должны делать. Вот это все сделали, скатали яйцом себя, на воду наговорили, потом начали на воду заговаривать, пить, значит, плеваться сюда, изрыгать воду обратно, которая очищает вас, вот нутро ваше. Берете восковую свечу и начинаете капать воском сюда. Значит так, еще одна тупая вещь. Здесь будет написано: выкидывай нахер. Вот так берете и начинаете читать. А теперь слезами воска капай. Выселяйся с меня завистливость глаз, черный посыл, злое пожелание, душа моя обнов твори,
тело очищайся, с глаз смывайся, к пославшему тебя обратно возвращайся. А моя судьба сейчас же обновляйся. Сказала и начинаешь капать. Значит, как зайдут эти курицы тупорылые и начинает хуйню всякую писать. Скажите, а у вас шепоток вот от глаза поможет? Нет? Сука, блядь, извините за выражение, миллион ритуалов и такую тупость, когда читаешь, уже хочется просто лопатой по черепу. Видите, тухнет. Это значит серьезная ненависть. Это не порча очищается, поймите, это с глаз. То есть ненависть, зависть, есть ли она? Есть. Вот, она уходит. Иногда время от времени нужно обновлять свою энергетику, потому что помимо того, что столько народу со своими проблемами и всякая там хрень, да, придуманная, надуманная, еще и вот зависть человеческая существует. Значит, начинайте капать. Вот, начитали и капайте. На 6 свечей начитывайте. Значит, 6 раз. Здесь можно иногда и больше читать, потому что если свечи большие, то можно каждую свечу по 3 раза читать, например. Но свечей должно быть 6. Дальше. А теперь слезами воска капай, выселяйся с меня завистливый глаз, черный посыл, злое пожелание, душа моя обнов твори, тело очищайся, с глаз снимайся, к пославшему тебе обратно возвращайся. А моя судьба сейчас же обновляйся. Да будет так. Сегодня я прочитала от одной чумошной бабы, какая-то знахарка или травница какая-то. Ой, вот столько дарите людям, а почему у вас такой вот матершинница, как сапожница? Хотела сказать, а ты, сука, когда-нибудь в жизни что-нибудь людям вообще дарила за свою жизнь? Травница долбаная, что сидишь тут, обсуждаешь, как я должна с кем-то. А ты, тварь, с кем-то вообще, кому-то что-то дарила в своей жизни, твою мать? Кому-то что-нибудь дарила в этой жизни? Ты вообще работала сотни людей, а у меня 500 000 пишут в течение месяца. Здравствуй, Ольга. Знаете, вот такие ханжи, такие чмошные существа, когда сидят, кого-то обсуждают, хочется сказать, ты когда-нибудь выживала, как я? Ты когда-нибудь кому-нибудь что-нибудь дарила, делала, ради кого-то до утра сидела, объясняла, учила людей? Ты из себя что представляешь, чтобы сидеть мне советы раздавать? Конечно, ты материться не будешь, потому что нахер ты кому интересно. Тебя знать никто не знает, и ты никому никакой пользы не принесла в этой жизни. Чего теперь материться-то? У тебя нервы никто не трепет, потому что тебя знать никто не знает. Кому-то интересно. Понимаете? О. Ой, а чё вот ты вот так вот? Ничтожество. Вы еще будете меня учить, что и как. Угу. Это знаете, как сидя в своем этом кукуевске, да, судить о том, как легко править страной. Давайте дальше. Дальше, 4-й этап. В конце еще раз обновлю и объясню. А теперь слезами воска капай, выселяйся с меня, завистливый глаз, черный посыл, злое пожелание. Видите, второй уже капает, первый потухал. Душа моя обнов твори, тело очищайся, с глаз снимайся, пославшему тебя обратно возвращайся. А моя судьба сейчас же обновляйся. Хочу вам сказать, что когда у вас тухнет свеча или со спичками не получается, например, убрать денежный застой, не надо сразу впадать в панику. Это нормально. Вначале очень много черноты, и поэтому трудно уходить. Но чем чаще вы это делаете, тем меньше и меньше таких вот выкрутасов. Потому что сначала верхний слой уходит вот этой черноты, потом глубже, потом больше. И потом, в конце концов, когда ваша энергия уже очищена,
Уже вот такого нету, чтобы потухало и так далее. Просто несколько раз делайте. Когда видите, что тухнет, значит, несколько дней подряд делайте до того момента, пока воск не станет более светлый капать и пока не перестанет тухнуть. Вот и все. Это не говорит о том, что у вас это ужас, блин, и, я не знаю, какой-то кошмар. Нет, это говорит о том, что она у вас очищается. А как вы хотели? Она чистится. Чистка идет. Вот так и идет. Вначале плохо, тяжело, потом уже легче, легче. А потом, когда вы чаще будете себя очищать, и к вам ничего липнуть не будет, все, вы будете каждый раз себя чувствовать обновленные. Потому что уже ваша энергетика усилилась. Понимаете, к вам, как вам объяснить? Вот, вот идет раненый, да, лев. К нему все время пристают эти гиены, начинают кусать. Этот лев может излечиться? Нет, он в конце концов погибнет. А когда эти гены, значит, начинают уменьшаться, уменьшаться, перестают его раны кусать и кровоточить, он усиливается и становится тем самым хищником, которым был. Так и человек. Сначала чистки, чистки, некоторое время, даже долгое время. Когда уже эти всякие напасти, эти всякие нападения перестают, все, у тебя уже энергетика усиливается, у тебя начинается и удачливый период, и у тебя начинается денежный период, у тебя уже начинается полоса таких везений. Ну, вот так вот происходит, понимаете? То есть отсечь вот эти постоянные посылы, постоянные вот нападки, у каждого по-своему обновляется, скажем так, его энергетика. У кого-то там за полгода надо все время делать, у кого-то за месяц уже все хорошо. У всех по-разному. Это зависит от генетики, от рода, от много чего. Факторов множество. Твою дивизию чуть не это руки не обожгла. Видали, не? Какая злая. Кто-то, какая-то сука сегодня прям целый день писал. Да чтоб ты сдохла, да чтоб тебя всю золотом обвесили, да чтобы ты, блин, померла, да чтоб я... Я говорю, ой, спасибо, спасибо. Ваши проклятия каждый день сбываются. Каждый божий день. Это я у них украла, Ирина, наверное, у них забрала. Сейчас 5 утра. Я должна встать в 8 часов, поехать кое-куда. Потом мне надо будет поехать за свечами. У меня свечи закончились цветные, ну, там разноцветные. Потом еще чего-нибудь, да? А эти алкаши сейчас чем заняты? Храпят, видят 20-й сон. Вот хочу спросить этих алкашей, а вы можете работать, как я, вот так, как робот? Поработайте с моё. А вы знаете, скольким людям я пытаюсь помочь? Я не люблю это говорить, афишировать. Я очень многим помогаю. Я считаю, что если мне дает судьба, я должна поделиться с теми, кому, например, трудно в этот момент жизни, да, и ничего тут такого нет. Ничего здесь такого не вижу. А они кому-нибудь что-нибудь в жизни делали? Нет. Если в женские дни у вас хватит сил, энергии, то можете провести. Но в женские дни просто организм, он настолько в таком состоянии полудреме, в таком туманном, тяжело просто провести. Но если у вас хватит сил, проведите. Да пошли они в задницу. Я же сказала, если я им не нравлюсь, пускай свои писи через эту мясорубку проведут и станет легче. Сразу же отпустит. Да, эти целомудренные твари, я знаю таких целомудренных, которые не матерятся, ничего не говорят, а такие гниды. Зато бегут милицию писать на своих соседей заяву, да, что там шуба у них появилась. Откуда у них деньги, интересно знать? Вот эти вот нематерящиеся твари. Не, рецепты хорошие на самом деле. Если не отпускает, вот если им очень тяжко смотреть на меня, ну пусть продают свои зажигалки. Вон у них одна толстуха уже зажигалки продает по интернету, чтобы на хлеб деньги заработать. Что делать уже? Они же все богатые люди. Знаете, вот по ощущениям, да, когда вот это все хрень вот читаешь, смотришь, такое ощущение, что я какая-то нищебродная, никому не интересная, никому не нужная, какая-то ущербная, бедная, несчастная, потерянная, конченая какая-то, блин, баба,
Они все богатые, знаменитые, всеми любимые, везучие, умные, там, интеллектуальные личности. Ну, твою мать. Да, так и есть, все. Помните одно время, когда Хосроева, говорит, работала проституткой и находится в розыске во всех странах мира. Блядь. Это когда я успела во всех странах мира проституткой поработать? Ой. У нас не чистка, а комедия получается, ей-богу. Да, я в розыске во всех странах мира за проституцию. Все, успокоились? Признала всё. Признаюсь, наконец-то признала. Куда мне деть? Все. Ее, говорит, с Еревана голую через самолет выкидывали. Я в Ереване была, когда мне было 6 лет. Я не помню, я там проституцией занималась или нет, памяти не осталось. Но меня точно голые в самолетах не выкидывали, это 100%. Дебилы. Блин. Ой, ты, Ирина, надо смеяться над больными, господи. Смеяться надо. Когда я Яну возила в Москве, сели, поехали и, значит, выехали на это, ну, главную трассу в МКАД. Я говорю, Ян, столько говорили, что мы с тобой на трассе стояли, что мы в конце концов на трассу вышли. Только, конечно, на джипе вышли, не пешком, но все равно. Видишь, все-таки они были правы. Каждое слово оборачивается против этих людей. Они не понимают, что, ненавидя меня, сочиняя всякие небылицы, они не станут ни богаче, ни знаменитее, понимаете? Если они хотят жить хорошо, они должны работать и к чему-то стремиться. Тогда в их жизни что-то поменяется. А иначе они отдают просто мне свою энергию. Уже обнищали, уже превратились вообще в каких-то этих позорников. А все равно я бедная, несчастная, одинокая, больная, значит, что там, нищая женщина, а они там все богатые, знаменитые, умные, интеллектуальные, всемирно известные, всеми любимые личности. Сидят члены, рисуют друг другу на фотографиях. Вот их фантазия. Это все, что все, что у них есть. Что за боксер? Откуда он явился? Я не вижу никаких боксеров тут. Сало продается. У тещи своей спроси, она продаст сало. Да, никто не нормальный, адекватный человек ничего не слышит. Так, все, дорогие, да успокойтесь, вы уже хрень не пишите, все вернется. Не надо ждать, пока вернется. Я сама им все вернула и возвращаю, поэтому они в таком падшем состоянии. Вы что думаете, кто-нибудь на меня тявкнет и останется безнаказанным? А, конечно. Вон тот уже продают зажигалки, чтобы хлеб купить. Итак, дорогой народ, что я хотела-то? Не, что ты, Жанна, это не обсуждается. Интеллектуалы там сидят. Я-то что, я бедная, несчастная женщина, никому не нужна, неинтересна вообще никакая. Ой, твою дивизию, однако. Это можно в конце вообще кинуть сюда, чтобы все вместе ушло. Фу. Во. Значит, послушайте меня. Да, сует YouTube, но просто дело в том, что давно уже этих хозяев этих каналов непонятно где они. Просто эти каналы так вот торчат. Понимаете? Ой, да они все фортуну уже купили давно. Божью фортуну там купили. Сидят, дивные места уходят. Ой. Да пусть косят сколько хотят. Все равно они мной не станут никогда. Такие люди настолько вот тупоголовые, что даже не понимают, что со стороны они выглядят смешно. Вот если бы у человека была своя линия, это другой вопрос. Они не понимают, что любой, который знает, обязательно скажет: о, это же у Хосроева идея свистнута, пытается походить на нее. Все. Представляете, это намного позорнее, это намного
как бы стрёмнее, чем если ты там хрен с тобой, там, свою тупость, ну пусть это будет твоя, понимаешь? А здесь сразу тыкают люди. Ой, это точно да, воркует деньги в сейфах. Хорошо, что воркует, и на том спасибо. Там чем-то неприличным не занимаются. Ой. Народ, я вам говорю серьезно. Я вчера просто снимала там и как бы, ну, вам сказала, ну, я делала этот ритуал, ну, не часто, говорю, сапожник без сапог. Просто сняла, видимо, Анея. Но меня еще на почте еще ждут, я еще не поехала. Вы не представляете, с утра все проснулись прямо, и все с утра решили, что сегодня должны мне подарить. Весь день мне звонят. Вот я забрала еле-еле, какие могла, по которые поблизости. И я думаю, обалдеть, блин. Вот я на свою голову, однако, начитала. Так что вы к этому серьезно относитесь, однако. Итак, смотрите, что нам нужно. Да, значит так, вода. Ну, ножик можете обычно взять для удобства. Яйцо. Текста нет, вы сами можете записать. Значит, вода, яйцо, 6 свечей. Вначале катите, значит, яйцо по телу, вот так скатываете, читайте 6 раз. Разбивайте это яйцо здесь, в банку. Потом берете воду, над водой читайте 6 раз. Просто над водой читайте так, чтобы ваше дыхание касалось воды. После читаете заговор, выпиваете, плюете сюда. Читайте, держите пару секунд, выплевываете сюда. 6 раз должно быть. Если в конце вода останется, вылейте сюда все это вот содержимое. Нет, яйцо не куриное, твою мать, крокодилье надо. Яйцо должно быть крокодилье. Обязательно крокодилье, не забудьте. А лучше страус. Блять, идиотизм вообще. Значит, ну, динозавр, если найдете, динозавр вообще хорошо почистит. Воду сюда вылили. Да, роддом не подскажете, вам женский. Значит, это вылили сюда. Вот выплюнули это все. Техника означает, что все это очищается из вас. Да, хоть, блин, Васины можно использовать тоже. Потом воск. Лёлик, пошел нахер отсюда. Давай. Значит, начинайте капать воском. Читайте. Вот читайте, пока воск капает один. И до конца докапывайте, пока вот до пальцев не дойдет. Вторая свеча. То есть 6 свечей докапали. Все это закрывайте. На следующий день уносите в такое место, где люди не ходят. Его можно в пруд кинуть. Но поскольку сейчас зима, естественно, пока неудобно. Но пруд обязательно не в реку, никуда. Либо закопать, либо оставить в таком безлюдном месте или в парке, ну, где не найдут собаки, кошки не съедят это все. Прям плотно закройте, аж закапайте, прям хорошо закрывайте. Значит, и оставляйте там. Оставляйте вместе с этой банкой столько мелочи, сколько вам лет. Мне уже задолбали, вот у нас мелочи нет, что делать, и там еще что-нибудь. Надо по цифрам. Да не по цифрам надо, вам 30 мелочей. Можно там рубль, 5 рублей, 2 рубля и так далее, и так далее. Море можно, море стоит, стоячая вода. Понимаете? То есть, но в море люди будут купаться, а там банка разобьется и кому-нибудь ногу порежет. Зачем? Значит, не имеет значения, какого номинала, вообще не имеет. Главное, чтобы было столько, сколько, ну, это уже пускай платят. Пускай у них свои мозги есть. Если нет у них мозгов, ну, пускай платят кому хотят. Вообще мне пофигу. Я всегда говорила, я никого трогать не собираюсь, пока на меня не гавкнут. Если гавкнули, потом, знаете, по первое число вставлю. Так вот, значит, оставляйте и говорите.
Блядь, не только же сказала, стоячая вода, пруд, болото. Фу ты. Все, больше не отвечаю. И говорите, что не мое от меня ушло. Обратно вернулась, кто послал. Или пославшему вернулась. Поворачиваетесь и уходите. Все, ничего не надо говорить. Можете говорить, откупаюсь, можете... Но вот эти слова говорите, что не мое, от меня ушло. Обратно вернулась. Или вернулась тому, кто послал. Все, повернулись, ушли. Станет легче сразу же. Если у вас в магазин там никто не заходит, начнут поток людей. Если у вас вот постоянно дела как-то рушатся, значит, вы где-то похвастались, и вот началось, понимаете, и так далее, и так далее. Все, дорогие друзья, теперь пойду немного отдохну, потому что мне с утра надо, на самом деле, реально надо встать пораньше. Просто сегодня просили, я думаю, ну ладно, там сниму. Вот дела закончила. Как раз думаю, вот под утро сниму, потом упаду, минут 10 посплю. Все равно спать не могу, потому что внизу там у нас мужик храпит, а у меня прям такое ощущение, что он прям рядом лежит. Ей-богу. Если завтра он будет храпеть, я вниз пойду, ему скажу, слушай, ты хоть иди хотя бы рядом полежи, хоть не обидно, что ты рядом храпишь, а то нахер ты на каком этаже, я на каком этаже. Я спать не могу. Сижу, думаю, блин, хоть бы у меня храпел, фиг с тобой. Понимаете? А слух ты тут при чем? Тут стены картонные, слух мой вообще ни при чем. Понимаешь? В туалет идут, нам слышно. А тут Батурина, спасибо ей большое. Вот очень хорошие дома построила, прям из картона. Ритуал хрен с ним, я еще на ритуалы на него не проводила, вот еще. Но дело в том, что он внизу храпит, а я спать не могу. Ну, храп человека, знаете, как раздражает, спать не можешь. Так ощущение, что он прям рядом лежит. Я говорю, если еще раз я услышу, мне уже это достало недели 2. Я просто вниз спущу, скажу, мужик, ты сегодня у меня ночуешь нафиг. Храпи у меня здесь, ничего не знаю. Хотя бы не, блин, не жалко, что ночь не сплю, ни хрена себе. Он у себя храпит, а я здесь не сплю. Иди хоть рядом похрапи. Хоть, блин, смысл будет тебя терпеть. Нафиг. А то, блин, извини меня, беспонтово храпит, и толку от него никакого. Ой, блин, мне уже нервы сдают с этим всем. Так что я бы все равно не спала. Он отсыпается, я ложусь спать. Мы по очереди спим. Комедия, блин, с этими зданиями, ей-богу. Ужас какой-то. Фух. Да пусть всю ночь тявкает. От этого храпа просыпается, начинает тявкать. Да, пост дал, пост принял. Как там говорится, как-нибудь я тоже гороху наемся, и хрен ты уснешь. Достали уже реально. Ой. Вот так вот. Спасибо, Батуриной. Очень хорошие дома нам построил. Все, дорогие друзья. Я пойду отдохну. Честно, у меня рука болит. Вот эта рука болит от того, что я сегодня много чего начитывала, делала. Прям рука, уже руки болят. А эта рука, потому что много писала. Ой, короче, бабка, я уже все. Списать меня пора. Всем спокойной ночи, точнее, доброго утра, товарищи. Пойду, пока этот мужик не храпит, хоть, блин, 2 часа посплю нафиг. Ой, всего хорошего.